Где перец? Где? Где завтрак? Друзья, привет! Я Альбина, и я блогер все еще, и веду свой репортаж из Нюрнберга. «Ля Вива, ля Фрида». С таким девизом 15 марта в Нюрнберге открылось новое заведение мексиканской кухни «Ля Фрида», как дань уважения выдающейся мексиканской художнице Фриде Кало, о которой был снят фильм «Фрида», получивший премию «Оскар», и главную роль Фриды сыграла Сальма Хайек. Вместо Фриды нас встречает череп, 55 автопортретов, 2 аварии и женщина с бровями. Какой была Фрида Кало? Родилась она в Мексике в 1907 году, но изменила дату в паспорте на 1910 год, так как это был год гражданской войны, и она называла себя дочерью мексиканской революции. Меню. Мексика, Фрида. Наверное, отсюда вход. Когда Фриде было 6 лет, ей диагностировали полиомиелит. Из-за этого заболевания художница сильно хромала. Сверстники дразнили ее «Фрида – деревянная нога». И еще вдобавок, в 18 лет Фрида попала в аварию. Девушка получила серьезные травмы и перенесла множество операций. Большую часть времени она проводила лежа. И, чтобы отвлечься, начала рисовать. За свою жизнь Фрида написала 55 автопортретов. Она говорила: «Я пишу автопортреты, потому что знаю себя лучше, чем кого-либо. Я изображаю свою реальность, я рисую, потому что не могу не рисовать. И я рисую все, что проносится у меня в голове, не раздумывая. Но это и по картинам видно». «В моей жизни было 2 аварии», — говорила она. Одна – это когда автобус врезался в трамвай, а другая – это Диего. Так она говорила о знакомстве о своем будущем муже, знаменитом художнике Диего Ривьера. В 1937 году в доме супругов гостил советский революционный деятель Лев Троцкий, который скрывался от преследований Сталина. Я не поклонник творчества Фриды, но надо дать ей должное, она яркая личность. И я не поклонник мексиканской кухни, но было интересно сюда прийти. Повсюду здесь скелеты. Называется калака на разговорном мексиканском. Переводится как скелет. Фигура черепа или скелета обычного человека часто используют как украшение во время фестиваля на мексиканском празднике Дня мертвых. Ну и украшают дома часто. А вы видели когда-нибудь такую кофемашинку? Тут целая фабрика. Здесь и настоящий мексиканский кофе, да. В Мексике выращивают кофе и исключительно арабику. Именно ее зачастую используют как основу для кофейных купажей, так как мексиканская арабика отличается умеренной крепкостью, яркой кислотностью, с нотками шоколада и хорошим ароматом. И его мы сейчас отведаем. История этого заведения такова. Одна семейная пара, владеющая этим заведением, побывав в Мексике, впечатлились и затем решили увеличить ассортимент меню в этом заведении и пригласили другую итальяно-мексиканскую семейную пару в партнеры. И в итоге заведение приобрело новую жизнь.
Заказали блюдо тамали. Это тесто из кукурузной муки, обернутое кукурузными листьями, приготовленное на пару. Тамали может содержать начинку из мясного фарша, сыров, фруктов или овощей, нередко с перцем чили. В моем это тинго какой-то, да? Бурритос. Бурритос? Да. Это со шпинатом, который. Ну, начинка такая не сухая, и там еще сыр внутри. Сразу попробую. Это сыр с грибами. Тоже вкусно. Сыр с грибами всегда сочетается. И взяла вот такой капучино по-мексикански. Горячий шоколад, сладкий, очень сладкий. Может, нам... А нам точно в этот музей? Вот, Германischen национальный музей. Опять чудо творения немецких архитекторов, этих скульпторов. Давайте искать, да? Где перец, где зад. Вообще что это? Да. Это как сказка, родила царица в ночь, то ли сына, то ли дочь. Неведомо зверюшку, что-то там. Идем в музей. Очень рады. Увидим первый глобус. Без Америки. Ты застряла? Да. Здесь. Друзья, вот так спонтанно мы решили зайти в Германский национальный музей в Нюрнберге в спортивных одеждах. Как говорится, сходили за хлебом. Мы давно планировали увидеть первый старинный глобус Бихайма, на котором еще не была отмечена Америка.
Этот музей – крупнейший в Германии памятник искусства и культуры. В его коллекцию входит более 1 миллиона произведений искусств. Почему именно Нюрнберг, не игравший большой роли в XIX веке? Возможно, дело в инициативе и настойчивости барона Ганса фон Аузеса, основателя музея. Еще с 1830 года барон начал собирать коллекцию немецкой живописи и антиквариата. Пользуясь покровительством короля Баварии, в 1852 году он добился открытия музея, который через 5 лет переместился в здание бывшего средневекового монастыря с готической церковью и галереей. На этот момент экспозиция насчитывала 116 тысяч предметов. Барон Аузес называл музей вкладом германских народов во всеобщую культуру. Основой коллекции были картины и скульптуры немецких мастеров Средневековья и раннего Возрождения. Это работы Файта Штоса, Тильмана Рименшнайдера, Адама Крафта. После Второй мировой войны за сильно пострадавший музей взялся первый президент ФРГ Теодор Хойс, ставший впоследствии его директором. Полностью реконструировали музей только в 1993 году. Сегодня музей состоит из 23 отделов, охватывающих все периоды истории культуры, от кельтских статуэток 17 века до нашей эры, до работ немецких скульпторов 20 века. В музее представлены научные приборы, астрономические, географические и хирургические инструменты, как вот вы видите, солнечные часы, компасы, песочные часы, карманные часы, монеты, печати, медали, текстильные изделия, ювелирные украшения, оружие, охотничье снаряжение. В архиве музея хранится более 10 тысяч древних рукописей и актов. Также вы здесь найдете большую коллекцию игрушек, предметов интерьера, мебели. А коллекция исторических музыкальных инструментов Германского национального музея одна из крупнейших в Европе. И помимо выставки, музей при содействии Баварского радио организует концерты с участием видных музыкантов-аутентистов и с использованием инструментов из музейного собрания. В доисторическом отделе обязательно посмотрите «Золотой конус» Эцельдорфа. В 1953 году его обломки нашел на своей земле обычный рабочий. Из частей собрали вершину жертвенной колонны XI-XII веков до нашей эры. Золотой кодекс из Эхтернаха XI века, чуть ли не самый известный экспонат. Эту книгу музей выкупил за большие по тем временам деньги еще в 1855 году. Ну и вот экспонат, ради которого мы сюда пришли. Первый глобус, созданный под руководством Мартина Бихайма в Нюрнберге. Его еще называют «земное яблоко». Глобус представляет собой шар диаметром 507 мм, отражающий знания европейцев об окружающем мире на конец 15 века, включая открытие португальцев в Западной Африке. На глобусе нет нового света, но присутствует Европа, большая часть Азии и Африки. Земное яблоко – уникальное достижение картографии позднего Средневековья, как по точности карт, так и по наглядности изображения. Глобус быстро стал одной из городских достопримечательностей и до XVI века выставлялся в приемном зале Нюрнбергской ратуши. По данным музея, глобус Бихайма был изготовлен между 1492 и 1494 годами. В это время Колумб только открывал Америку, и, естественно, эта часть света отсутствует на глобусе, как и Австралия. Сотнями пиктограмм, географических названий, небольших повествовательных текстов, изображений правителей, животных и мифических существ этот глобус передает энциклопедическую картину географических и исторических знаний позднего Средневековья, что и подтверждает комиссия ЮНЕСКО о его значимости. На глобусе видно, что весь север Европы и Сибири полузатоплен и практически нежилой. Да и в наше время в этих областях еще много болот и мало городов. Южная и Северная Америка отсутствует, да и в то время о них еще никто и не знал. Антарктиды тоже нет. Указан большой остров Чипангу. Считается, что это Япония. Я обратила внимание на то, что раз нет Америк, то тогда выходит на карте Тихий океан и Атлантический. Это один и тот же океан. Я не нашла название этого океана. Наверное, просто океан. Кстати, на Чукотке и в Якутии, похоже, еще ледниковый период не окончился. Там снег и лед. Вот такой интересный глобус. Даже с первого взгляда можно
можно понять, что всего лишь 500-600 лет назад наша планета была немного другой. Автор изобразил на глобусе свое время и как выглядела Земля. И хоть еще не открыты обе Америки, Япония была больших размеров, остров Занзибар очень большой, находится южнее Мадагаскара. Из всего этого можно сделать вывод о том, что уровень океана в те времена был ниже, а теперь многие острова затоплены, возможно, и часть Японии. Если рассматривать эту карту более подробно, то можно увидеть не только, каким был мир в 15 веке, но и многие исторические детали. Глобус может приоткрыть некоторые тайны, о которых мы даже и не догадываемся. Нюрнбергская Мадонна. 1510 год. Как это женщина? Вот эталон красоты. Я думаю, мужик сидит, а это, оказывается, Мадонна. В музее огромная коллекция живописи и скульптуры. Коллекция живописи включает работы Альбрехта Дюрера, Ганса Гольбина, Лукаса Кранха, Питера Брейгеля, Рембрандта и многих других художников. В этом зале хранятся собрания произведений знаменитого художника Альбрехта Дюрера, имевшего в Нюрнберге свою мастерскую, а также обширная коллекция работ других мастеров немецкого ренессанса Ханса Бальдунга и Лукаса Кранаха. Коллекция скульптуры славится творениями Файта Штоса и Адама Крафта.
этом музее самое богатое в Германии собрание исторических музыкальных инструментов. К примеру, коллекция фортепиано XIX века или механических инструментов XVII века. Инструменты можно не только увидеть, но и услышать. В музее проводят концерты с их участием.